Наташа стояла у постели мужа. Лицо Максима осунулось, под глазами появились синяки, резче обозначились морщинки. Целую неделю он пролежал в беспамятстве с высокой температурой после того, как провалился в полынью на рыбалке. У Максима дрогнули веки, и он приоткрыл глаза. Наташа наклонилась к мужу. «Привет», — улыбнулась она, — «как себя чувствуешь?» Максим слабо улыбнулся. «Нормально. Ты почему один на рыбалке оказался? Вы же с Антоном собирались ехать». «Собирались? Да он приболел, не поехал. А я не хотел пропускать последние деньки. Вот и отправился вдвоем с Брамсом». Наташа слегка нахмурилась. «А если бы этот день и правда стал у тебя последним? Стоит ли так рисковать?» Максим взял руку жены. «Прости, дорогая, но ты же знаешь, рыбалка – это святое». Наташа знала и давно смирилась со страстью мужа. Вот только душа была не на месте, когда Максим уезжал на рыбалку, а успокаивалась, когда любимый возвращался домой живым и невредимым. «А Брамс где?» – услышала Наташа голос мужа. «Не знаю, Максим». Женщина опустила голову. «Тебя в больницу привезли одного. Брамса с тобой не было. Мне нужно домой. Я должен найти Брамса. Тебя выпишут только через неделю, ты еще очень слаб. А Брамса мы найдем. Обязательно найдем». Когда Наташа ушла, сосед по палате участливо поинтересовался. «Брамс – это собака. Породистая, поди». Максим немного помолчал, а потом ответил: «Друг. Верный и надежный». Сосед, понимающе вздохнул, а Максима захлестнули воспоминания. 5 лет назад они с Антоном, как всегда, поехали на рыбалку. Выбрали тихое место недалеко от пригородного поселка. Уже стали выгружать снасти, как в кустах послышалось какое-то шевеление и попискивание. Максим раздвинул кусты и увидел маленького щенка, беспомощно барахтающегося в прибрежной жиже. Малыш из последних сил пытался выбраться на берег, но его лапки беспомощно скользили по мокрой траве, и щенок опять падал в грязное месиво. Максим вытащил малыша и увидел на его тельце кровоточащие ранки. Видимо, щенок поранился, когда пытался выбраться на берег. Откуда он тут взялся, было неясно. Скорее всего, кто-то оставил нежеланного щенка, обрекая его на верную гибель. О рыбалке пришлось забыть. Друзья уложили в багажник вещи и повезли найденыша в город, в ветеринарную клинику. Врач констатировал множественные порезы, некоторые из них начали гноиться. Малышу обработали раны, поставили капельницу и на несколько дней поместили в стационар. Максим как-то сразу почувствовал, что маленький комочек, тихо посапывающий на белой пеленке, это его щенок. Дома он рассказал о находке и своем решении забрать малыша домой, как только тот пойдет на поправку. Нельзя сказать, что жена пришла в восторг. Наташа была кошатницей, и в доме жила пара пушистых красавцев. Зато Никита, сын, стал на сторону отца. Он давно мечтал о щенке, и перспектива иметь верного четвероногого друга его очень обрадовала. Дело в том, что они с Никитой весьма скептически относились к котам, а вот пес совсем другое дело. Через несколько дней Максим принес щенка домой. Никита предложил назвать малыша Брамсом. Тот, знакомясь с новой территорией, смешно фыркал, издавая звуки, похожие на брам. Брамс не был породистым щенком, но он рос очень умным, красивым и сильным псом. А еще у него было неоспоримое достоинство. Брамс любил рыбалку. Он мог часами сидеть рядом с Максимом, не издавая ни единого звука и не отрываясь, глядя на удочку. Когда Максим вытаскивал очередную рыбу, старательно помогал ему лапами и носом. В тот злополучный день Максим, по традиции, заехал за Антоном, чтобы вместе поехать на рыбалку. Судя по всему, это был последний зимний выезд. Зима заканчивалась, солнце припекало все сильнее, и местами лед уже покрывался рыхлой коркой. Но друзья решили, что еще разок съездить можно, толщина льда позволяла. Потом очень долго о настоящей рыбалке можно будет не вспоминать. С весной придет ледоход, а когда лед совсем сойдет, начнется нерест.
во время которого действуют строгие ограничения. Но все с самого начала не задалось. Антона Максим застал сидящим на диване, укутанным в теплый плед с кружкой горячего малинового чая. Рядом на столике лежал градусник, какие-то таблетки и микстуры. Все было ясно без слов, сезон зимней рыбалки для друга закончился. Максим решил ехать с Брамсом. Катюша, жена Антона, пыталась его отговорить, но рыбацкий азарт взял верх над благоразумием. Максим свернул с дороги и остановился в рощице, недалеко от берега. Отсюда хорошо просматривалось озеро. На нем не было ни души. Берег тоже был пуст. Максиму стало как-то неуютно. Подумав немного, он все-таки достал из багажника рюкзак со снаряжением, вручил Брамсу в зубы его пенопластовый коврик и вдвоем с верным псом ступил на лед. Ноги не чувствовали привычной тверди льда, приходилось идти по талому снегу. Максим понимал, что стоит только солнцу подняться чуть выше и таяние льда усилится. Понимал, но упрямо двигался к середине озера. Наконец он остановился. До середины было еще далеко, но берег тоже остался на приличном расстоянии. Максим достал бур и начал вырезать лунку. Бур шел мягко, хотя толщина льда была очень даже приличной. Но вдруг раздался треск, и лед под ногами Максима раскололся. Скорее, даже рассыпался на мелкие кусочки. Он не успел опомниться, как оказался в ледяной воде. Максим помнил, как пытался зацепиться за лед, но руки соскальзывали. Намокшая одежда сделалась невероятно тяжелой и тянула его вниз. Брамс, увидев, что хозяин попал в беду, пытался помочь Максиму. Пару раз ему удалось зацепить зубами рукав куртки, но сил вытащить из воды человека в намокшей одежде у него не было. Максим видел, как после очередной неудачной попытки Брам развернулся и пулей понесся в сторону берега. Максим сделал еще одну отчаянную попытку ухватиться за лед, но силы его покинули, и он потерял сознание, очнулся уже на больничной койке. Через неделю Максима выписали. Первым делом он отправился к озеру на поиски Брамса. Его машина так и стояла в роще на берегу, но пса нигде не было. Максим обошел все вокруг, не переставая, звал своего любимца, но все было тщетно. На протяжении нескольких дней он приезжал на берег и часами искал собаку. Однажды, когда он вернулся после очередных безрезультатных поисков, Никита задумчиво сказал: «Папа, а если попытаться найти людей, которые привезли тебя в больницу? Мы ведь совсем ничего о них не знаем. В регистратуре нам сказали, что тебя привезли на фуре двое мужчин, передали на руки врачам и уехали. Никто не знает, кто они, откуда. В суматохе даже имен у них не спросили». Максим задумался. В словах сына был резон. Как-то же он попал в эту фуру. Возможно, мужики смогут ему что-нибудь рассказать про Брамса. Знать бы еще, сын, кого и где искать. Я ездил сегодня в больницу, порасспросил еще раз о фуре. Ничего нового не узнал. Но зато обратил внимание, что в больнице установлены камеры наружного и внутреннего наблюдения. А видеозапись с них хранится как минимум месяц. Если мы получим распечатку номеров фуры, то сможем найти и водителей. Только охранник сказал, что такую информацию просто так не дают. «Молодец!» – похлопал Максим сына по плечу и тут же засобирался уходить. «Ты куда?» – недоуменно спросил Никита. «К дяде Антону», – ответил на ходу Максим и выскочил из дома. Его друг работал в полиции, и Максим очень надеялся, что тот сможет ему помочь. Антон внимательно выслушал друга и пообещал, что поможет в поиске фуры. Через 2 дня у Максима был не только номер машины, но и номера телефонов водителей, их имена. Максим позвонил по одному из номеров, представился и объяснил всю ситуацию. Николай, так звали ответившего на звонок мужчину, сказал, что дня через 3 они возвращаются в город. Договорились, что как приедут, позвонят Максиму и расскажут все, что знают. Эти 3 дня показались Максиму вечностью.
Навстречу Николай пришел со своим напарником, Романом. Мужчины рассказали, что нашли Максима благодаря какому-то псу. Николай и Роман возвращались домой. Машин на дороге в это время суток было немного. С высоты своей кабины он увидели, как на проезжую часть выскочил большой пес и начал лаять на проезжающие машины. Но ни одна из них даже не притормозила. Увидев приближающуюся огромную фуру, пес с лаем бросился ей навстречу, как будто шел в лобовую атаку. Мужчины поняли, что собака не просто так бросается на машины, скорее всего, что-то случилось. Они вышли из кабины. Поведение пса было странным, он с лаем бросался к ним и тут же бежал в сторону рощи. Потом опять возвращался, и все повторялось снова. Было ясно, собака зовет их за собой. Николай и Роман едва поспевали за Брамсом, который привел их к берегу озера. На берегу мужчины увидели автомобиль, а в 50 от берега огромную полынью, над которой виднелась голова человека. И все сразу поняли. Идти по льду было опасно. Роман, по комплекции, был легче Николая, поэтому решил, что к полынье пробираться следует ему. Он снял верхнюю одежду, лег на живот и осторожно пополз по льду. Человек был почти без сознания, его руки судорожно сжимали ледяной нарост, каким-то чудом оказавшийся на краю полыни. С трудом Роман вытащил Максима из воды и также, ползком, медленно, стал двигаться к берегу. Потом вдвоем с Николаем они дотащили Максима до фуры, уложили на спальное место и отвезли в больницу. Да, когда они тащили Максима и грузили его в машину, пес крутился рядом. Но им в голову не пришло, что это собака пострадавшего человека. Они уехали, а пес остался у дороги. Рассказ водителей растрогал Максима до слез. Верный Брамс сделал немыслимое, чтобы спасти своего хозяина. Он не понимал, как пес мог догадаться, что нужно бежать за помощью к людям. И почему между соседним селом и трассой он выбрал последний вариант. Максим не прекращал поиски. Дни шли за днями, одна неделя сменяла другую. Результатов не было никаких. Антон по-прежнему вытаскивал его на рыбалку. Максим соглашался с одним условием: рыбачить будут в том месте, где потерялся Брамс. Антон все понимал и не возражал. Наступила осень. Друзья собрались на последнюю теплую рыбалку. Наташа, всегда с понятием относившаяся к увлечению мужа, категорически запретила ему зимой выходить на лед. Да и сам Максим, после всего случившегося, потерял интерес к зимней рыбалке. В этот раз к озеру поехали на электричке. У Максима сломалась машина, а у Антона ее вообще не было. Путь к озеру лежал через поселок. Друзья шли по улице, о чем-то разговаривали, смеялись, облаянные местными дворовыми собаками. Вдруг Максим, замолчав на полуслове, остановился и замер, как вкопанный. Антон удивленно повернулся к другу. «Ты чего?» «Брамс». «Антон, это голос Брамса». И с этими словами Максим бросился к ближайшей калитке. Антон последовал за ним. Заглянув во двор, друзья увидели Брамса. Он был на цепи и выглядел как настоящий сторожевой пес. На лай собаки вышел хозяин. Максим с Антоном наперебой стали рассказывать ему историю пропажи и поиска Брамса. Выслушав их, хозяин дома сказал, что нашел исхудавшего голодного паса на обочине дороги, ведущей в город. Он пожалел его, забрал с собой, накормил, выходил. Хорошая собака, умная, попусту не лает, чужих не пропускает, нахваливал он Брамса. Потом, помолчав, добавил: «Ваша, говорите. Ну, если признает, значит, быть по-вашему, заберете. Ну, а коль не признает, не обессудьте». С этими словами он отстегнул ошейник от цепи. Брамс со всех ног бросился к Максиму. Он прыгнул ему на грудь, стараясь лизнуть в лицо, крутился у ног, заливаясь радостным лаем. О рыбалке в тот день никто уже не вспоминал. От души поблагодарив хозяина дома за спасение животного, Максим, Антон и пес пошли на станцию.
Антон смотрел на друга и понимал, что в эту минуту нет никого более счастливого, чем Максим и его верный Брамс.